Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон смотрит на результат и читает его, он замирает, глядя на результаты. Пока все ждут, когда он произнесет хотя бы одно слово, когда он не может ничего сказать, атмосферу наполняет печаль. Дилан сердито вынимает бумагу из его рук и спрашивает Барана: «Я не понимаю, скажи мне, что здесь написано. Разве это несовместимо?» Ребенок в могиле не Мирана, но Баран не может посмотреть ему в лицо. Бэрон кричит, чтобы говорить. Тем временем Чинар смотрит в своей комнате альбом, который они подготовили для Мирана. Он хватает господина Кудрета за воротник и говорит: «Скажи мне, что это не Дилан». Пока Дилан обнимает Барана и плачет, ей внезапно становится плохо, и она теряет сознание. Господин Кудрет советует Барану немного поспать и отдохнуть и постараться прийти в себя, пока он не проснется. Когда Баран говорит: «Перевезите его к моей матери», он говорит: «Не волнуйтесь, мой сын Акиф сделает все необходимое». Тем временем к ним приходит Тарик и спрашивает Барана, может ли он что-нибудь сделать. Когда Баран встает и уходит, он говорит: «Мистер Кудрет, спасибо, сын мой». Тарик говорит: «Все, что могу, в конце концов, мы семья». Пока Баран смотрит на дверь комнаты Мирана, Чинар видит его и подходит к нему, спрашивает, пришел ли Миран, и заходит внутрь, чтобы посмотреть. Затем он спрашивает Барана, где Дилан, и Баран говорит, что она спит в своей комнате. Чинар спрашивает, почему он спит. «Ты его снова наказал. Когда придет Миран?» В это время приходит Берфин и хочет отобрать Чинара у Барана и говорит: давай рисовать». Когда Чинар говорит: «Я увижу Дилана», Берфин говорит: «Увидимся позже, моя дорогая», говорит: «Соболезнования Барану, брат Баран», и уходит с Чинаром. Бэрон заходит в комнату и садится рядом с Диланом. Тем временем госпожа Азади ждет рядом с ним и читает за него молитвы. Сказав Барану, что он так и не просыпался, она выходит из комнаты. Баран несколько раз ударяется головой и плачет, говоря, что так не должно было случиться: «Я не смог родить тебе нашего сына, извини, прости его». Акиф говорит Гану Кудрету, что похоронит тело там, где они захотят. Сказав спасибо, господин Кудрет, мой сын, он, плача, говорит Акифу, что на самом деле он очень надеялся и очень грустил. Когда Акиф говорит, что мы ничего не можем сделать, отныне они будут черпать силы друг от друга, господин Кудрет говорит, что бы мы ни говорили и не делали, их лекарства друг в друге. Пока Берфин рисует картину, чтобы отвлечь Чинара, Чинар интересуется Диланом и задает вопросы. Когда Миран спрашивает, произошло ли это потому, что он не пришел, Берфин спрашивает: «Да, именно поэтому». Когда Чинар говорит, почему он не пришел, он отвечает: «Потому что он не может прийти». Чинар продолжает задаваться вопросом: «Почему?». Берфин говорит: «Давай сфотографируемся, чтобы поговорить об этом позже». Когда Дилан просыпается, он спрашивает: «Слава Богу, разве это не был кошмар?» И Барану трудно его убедить. Когда Дилан спрашивает: «Нет, он не мой Миран, наш ребенок не может умереть. Умирают ли когда-нибудь дети, пока родители живы?» Бэрон обнимает ее и утешает, чтобы она успокоилась. Дилан пытается полюбить Мирана так, как если бы она держала его на руках, и показать это Барану. Он внезапно понимает, что исчез, и спрашивает Барана, где он. «Боже мой, он не может быть мертв, не так ли?» Пока Баран обнимает Дилана и говорит, что Дилан, мы должны принять это сейчас, все кончено, Дилан говорит «ТСС» и говорит, что родители держат своих детей в живых и воспитывают их, а он идет в свою кроватку, а я не могу насытиться своим ребенком, он собирался позвонить мне мамой, он собирался позвонить мне папой, он собирался в школу, ты собирался играть в игры, я собирался за тобой присматривать, мы мечтали об этом, что такое его смерть, Баран, помни». Преследует Барана. Бэрон просто обнимает ее и ждет, пока она успокоится. Пока Дилан лежит в постели, он внезапно встает и начинает что-то искать в ящиках. Когда в этот момент в комнату заходит Баран и спрашивает, что ты ищешь, Дилан спрашивает, где молитвенное ожерелье Мирана, я его носил. Баран говорит, что не знаю, не помню, это откуда-то. Дилан говорит, что я помню, что внезапно надел его. Баран принес ему лекарство, заставил его выпить и лечь на кровать.
В то время как Дилан винит себя и говорит, что если бы я не хотел идти, то и аварии не произошло бы, теперь я Миран. Баран говорит: нет, Дилан, если есть кто-то виноват, то это я стал причиной аварии, я не смог защитить тебя, не смог спасти своего сына. Госпожа Хаджер поручает Гэже Хасибе сделать все необходимое, чтобы выразить соболезнования. Между тем, когда Чинар спрашивает, что означают похороны, Тарик пытается игнорировать это, но когда Джейда объясняет, что это церемония для умершего человека, чтобы ребенок мог учиться, поэтому Миран мертв, все злятся на него. Когда Берфин говорит: «Давай, тетя, пойдем спать», чтобы Чинар больше ничего не слышал, госпожа Хаджер говорит Берфину: «Давайте скажем ему, сколько ему лет, он может лечь спать сам», и отправляет Чинар один. Чинар приходит к Дилану вместо того, чтобы пойти в ее комнату. Пока Дилан в это время плакал, он спрашивает: «Почему ты плачешь? Ты снова напуган?» Когда Дилан говорит, что со мной случилось то, чего я боялся, он спрашивает: «Тебе грустно из-за смерти Мирана?» Берон говорит, что Дилан немного устал и ему нужно немного отдохнуть, и когда он спрашивает, что значит умереть, Берон говорит: «Давай поговорим об этом позже, хорошо?» Когда Чинар слушает Барана и выходит из комнаты, она поворачивается к Дилану и говорит: «Не волнуйся, я Миран, я буду молиться, чтобы он пришел». Бог принимает молитвы детей. Когда госпожа Берфин Алев звонит ей и сообщает, что она не может приступить к работе немедленно, она понимает. Чинар смотрит на фотографии Дилана и Барана, молится за Мирана и ложится спать. Пока госпожа Азади плачет, глядя на машину, которую она купила для Мирана, господин Кудрет тоже расстроен и плачет вместе с ней. Берон постоянно дает Дилану лекарства, чтобы успокоить его, и помогает ему выздороветь. Когда Дилан засыпает, Берон погружается в свои мысли. Утром Дилан лежит в постели бездушный, по его лицу текут слезы. Когда Берон приходит к нему и говорит: «Я иду на кладбище, прими лекарство», Дилан говорит: «Я не хочу его». Берон говорит, что врач сказал, что это будет полезно для тебя, пожалуйста, выпей, но Дилан говорит, что никакое лекарство меня не вылечит. Когда Баран выходит из комнаты и спускается вниз, в гостиную приходят госпожа Азади и господин Кудрет. Когда госпожа Азади спрашивает, как поживает Дилан, Берон объясняет, что не может этого принять. Когда Баран говорит Гэже Азади остаться с Диланом ради Дилана, Берфин говорит: «Я останусь в особняке ради Чинара, я в любом случае позабочусь о Дилане, и если возникнет ситуация, я немедленно сообщу тебе, Баран». Говорит: «Хорошо, спасибо, Берфин», и они покидают особняк. Когда Берфин приходит к Дилану, Дилан сразу же поворачивается спиной и ложится. Когда Берфин уходит, она встает с кровати, смотрит на кроватку Мирана и его фотографию, целует и обнимает его. Позже, когда Дилан приходит в комнату Мирана, он хочет прикоснуться к отпечаткам рук на стене, но не может. Он любит и ласкает свою постель и подушку, вдыхает их аромат. В этот момент к нему приходят Чинар и Берфин. Когда Чинар спрашивает, почему Дилан расстроен, Берфин предупреждает его не упоминать об этом при Дилане. Дилан слышит их голоса и идет к ним. Сказав Дилану, что я молилась по ночам, Чинар поворачивается к своей тете и говорит: «Не волнуйся, я ни о чем не буду спрашивать Дилана». Они уходят, говоря: «Берфин, давай оставим Дилана на время в покое». Все собрались на кладбище на похороны Мирана. Баран просто смотрит на могилу, а его отец Кудрет пытается придать ему сил, похлопывая по спине. Когда господин Кудрет говорит: «Пойдем, сынок», Баран говорит, что «Уходи, я останусь еще немного». Хотя Азади Ханем не хочет покидать Баран, они оставляют его в покое. Когда они уходят, Берон вспоминает, как впервые увидел Мирана в день его рождения. Дилан закрывает жалюзи Мирана и начинает оплакивать. Он достает имя, которое повесил на дверь, и держит его в руке. Берон держит табличку с именем на могиле Мирана и смотрит на нее. Молитвы дяди Ахмета звучат эхом с того момента, как он родился и дал ему имя. Дилан смотрит на свою бейдж с именем, которая является украшением двери в комнате, а Берон смотрит на ее бейдж на своей могиле и плачет. Вместо этого Дилан вешает его и выходит из комнаты. Мирану читают священный Коран вместе с гостями в особняке.
Дядя Ахмед обращается к мужчинам в саду, объясняя, что означает смерть, и говорит, что нам нужно сейчас прожить свой траур, иначе это жестокость как по отношению к мертвым, так и к выжившим, просит разрешения и встает. Старшая сестра Акифа, госпожа Алеф, приходит в особняк с миской еды в руке, передает ее Акифу и говорит: «Я собираюсь забрать Ипек из школы, не оставляя барана одного». Пока Чинар находится в комнате Мирана, приходит Баран и спрашивает, где Дилан. Когда Чинар говорит, что пошел умыться, Баран собирается уйти. «Могу ли я спросить кое-что у Чинара?» Я спрашивал всех, никто не ответил. Он спрашивает меня, плохое ли это место. Пока Берфин на кухне, Акиф приносит еду, приготовленную его тетей, оставляет ее и говорит Берфину: «Спасибо, твоя тетя, да благословит тебя Бог». Пока Дилан продолжает смотреть на себя в зеркало, Баран пытается объяснить Чинару, что означает смерть. Чинар спрашивает, сможет ли Миран когда-нибудь снова прийти сюда, и не будете ли вы злиться на него за то, что он не пришел. Он говорит, что Баран не придет, я не буду на него злиться, мы будем продолжать любить его на небесах. Когда Чинар говорит: «Разве ты не будешь скучать по нему?» Баран говорит: «Я буду очень по нему скучать». Независимо от того, как далеко наши близкие, мы всегда любим их и скучаем по ним. Но мы всегда помним наши прекрасные моменты. Возможно, Миран никогда больше сюда не приедет, но он будет в самом прекрасном месте моего сердца. После того, как Чинар говорит: «Думаю, я понимаю», Баран встает, чтобы немного посмотреть на Дилана. Дилан подслушивает эти разговоры и убегает, плача. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.